Всем привет, друзья! Вы по-прежнему на канале «Мы в Испании». Мы находимся на побережье Коста-Бланка. Для тех, кто не знает, мы проживаем в провинции Аликанте. И тема сегодняшнего нашего ролика будет три важные проблемы, которые возникают у иммигрантов при переезде и при жизни в другой стране. Вот об этом и пойдет у нас сегодня речь в этом ролике. Сразу же хочу сказать, что опираюсь я только на наш личный семейный опыт. Не обязательно, что эти проблемы будут у вас, но, как говорится, если вы проинформированы, то вы уже вооружены чем-то, знаниями. И легче всегда эти знания получать на берегу, нежели когда вы уже отправитесь в путешествие, можно так сказать, то есть поездку в другую страну. При переезде, друзья, многие люди сталкиваются с рядом проблем. Это такие проблемы, как изучение нового языка, это куда устроить ребенка в школу, где найти врача, гомологировать свой диплом и множество других проблем. Но через некоторое время, через год или через два проживания в другой стране, иногда очень у многих появляются другие проблемы другого характера. Вот о них мы сейчас и поговорим. Многие из нас переезжают в другую страну с семьями, со своими детьми. И когда мы отправляем ребенка, выбираем ему школу, отправляем ребенка в новой стране, мы, конечно, хотим и мечтаем о том, чтобы ребенок обзавелся друзьями, чтобы он выучил новый для него язык, чтобы у него все сложилось хорошо. И вот проходит год или два, ребенок выучивает язык. В нашем случае это испанский и английский, потому что мы переехали в Испанию, мы переезжали из России, поэтому наш родной язык русский. Ребенок наш, младший сын Станислав, он учился в середине 7 класса, мы переезжали в середине его 7 класса. К этому времени он уже успел изучить какую-то часть русского языка, программы школьной. Он уже прочитал какие-то книги по русской литературе и стал учиться здесь, в Испании, изучать активно испанский и английский язык. Через год или через два мы заметили, что он уже прекрасно говорит на испанском, на английском, пишет, думает. И вот дальше может возникнуть некая трудность. В чем состояла трудность в нашем случае? Это в том, что наш сын не изучал уже дальше русский язык, у него не было времени, поскольку ему надо было освоиться в новой школе, изучить новую для себя программу, новый язык. И поскольку времени не было, он русским языком не занимался. Также ему некогда было читать и русскую литературу, несмотря на то, что книги у нас есть. Мы всегда привозим из Санкт-Петербурга книги, у нас есть различные классическая литература, художественные произведения, несмотря на то, что я работала в библиотеке, у меня есть гуманитарное образование, Университет культуры и искусств в Санкт-Петербурге. Я не могла мотивировать своего сына к чтению книг, у него не было ни мотивации, ни времени на это. Стали понимать, что проблема может возникнуть с сознанием русского языка и сознанием литературы, русской литературы. Несмотря на свое гуманитарное образование, я все-таки не являюсь педагогом, у меня нет опыта преподавания, поэтому не мотивировать сына, не уметь преподать ему знания русского языка и русской литературы я, конечно, не могу. Наш сын достаточно грамотный человек, но, несмотря на это, через 2 года проживания в Испании, когда он освоил уже хорошо испанский и английский язык, мы стали замечать, что он делает некоторые ошибки в русских словах. В принципе, это понятно. Человек, который уже учится и разговаривает на другом языке, естественно, он может делать ошибки. Такая проблема возникает во многих семьях, которые переезжают в другую страну. Дети очень быстро забывают свой родной язык, и у них уже отсутствует связь со своей родной культурой. И это не только в нашей семье. И мы здесь знаем, что дети переезжают из разных стран, из Беларуси, Казахстана, Украины и прочих стран. То есть вот связь с родной культурой, она может быть здесь утеряна. Реально это проблема. Мы встречали людей, которые, например, с детства их сюда привозили, они вырастали и не могут написать грамотно, как-то составить предложение. Они наговаривают в телефон, чтобы отправить сообщение какое-то. И не все слова знают, не все понимают. И, конечно,
может быть, многие писатели, такие как Тургенев, Достоевский, Пушкин, будет для них пустым звуком. Поэтому также мы видим много семей, как я уже сказала, переезжающих с маленькими детьми. И если ребенок еще не ходил в школу, не изучал, то проблема, она вот как снежный ком нарастает с годами. Но я считаю, что человек должен развиваться гармонично, что не может личность сформироваться, если нет связи со своей культурой родной, со своей какой-то историей родной, со своим языком родным, как общаться в конце концов со своими родственниками и так далее, то есть с родителями, потому что мы будем говорить на разных языках, вы понимаете, то есть что смотрели мы и читали, если ребенок не будет этого знать, мы будем как динозавры выглядеть для него. Во многих семьях дети уже не могут читать, писать на своем родном языке, вот на русском для нас в частности, да, не смотрят свои фильмы, не читают книги. И это ведет к тому, что утеряется культурная связь со своими родственниками. Однажды можно потерять просто такую культурную связь со своими детьми, потому что мы вырастали на одних фильмах, они будут расти уже на других фильмах, на других книгах. И вот мы, когда почувствовали, что может быть такая проблема, хотя у нас ребенок уже приехал, в достаточно таком подростковом возрасте, но он, конечно, смотрел наши фильмы, которые мы ему показываем, мы ходим на концерты, у нас он грамотный, развитый человек, но, тем не менее, все равно проблема с изучением, дальнейшим изучением русского языка и грамотным писанием, и изучением литературы, с мотивацией к чтению книг, мы вот реально это видели, и поэтому мы стали искать варианты, как нам все-таки немножечко подправить эту ситуацию. Можно, конечно, нанять репетитора, но для этого нужно время, чтобы возить ребенка к репетитору. Это был не наш вариант. Можно, конечно, нанять репетитора, найти онлайн занятия, но здесь я не могла быть уверена в уровне подготовки педагога, который будет заниматься с моим ребенком. То есть это тоже очень сложный вариант. Все-таки доверить своего ребенка изучению таких наук, русского языка, русской литературы, чтобы это все было с грамотным подходом, и заинтересовать сына к этому, это тоже очень сложно, поэтому такой вариант я тоже отмела. И мы нашли оптимальный для себя вариант. Сейчас я вам о нем расскажу, друзья. Как всегда, поделюсь ссылочками в описании тому, кому это нужно будет и полезно. Онлайн-школа. Онлайн-школа называется Russian Academy. Онлайн-школа русского языка и литературы. Там нужно было ответить на несколько вопросов для того, чтобы записать своего ребенка. И мы получили бесплатное занятие. Первое занятие бесплатное. Что еще? Составили нам индивидуальный план занятий, потому что под каждого ребенка составляется свой план, у каждого свои задачи, свои цели, естественно. Мы стали заниматься, пару занятий уже наш Станиславчик прошел. Вижу, что занятия проходят интересно, ему это нравится, это самое главное. Мне как маме, что это не принуждение ребенка к еще какому-то занятию, а занятия интересные, занятия ему нравятся, проходят на позитиве. Самое главное, я знаю, что мой сын не утратит русскую свою культуру, несмотря на то, что он живет в другой стране, он погружается в испанскую культуру, традиции, нравы, историю, кухню, язык. Он сохранит свою частичку своей культуры. Это важно очень, мне кажется, любому человеку. Преподаватели достаточно грамотные, профессиональные. Это тоже очень важно, чтобы учил именно человек с педагогическим, профессиональным образованием. Для меня лично важно, чтобы моего сына еще и преподаватель учил, грамотный преподаватель, профессиональный, с опытом, с умением учить. И, конечно же, еще момент тот, что они не просто учат русскому языку и литературе, не просто рассказывают, какие есть писатели, какие есть произведения, но и учат детей размышлять, самостоятельно размышлять. Я, к
кстати, очень переживала, что мы уехали из России, он на дистанционке, он там не остался, и что он все-таки не закончит школу российскую, не получит по русскому языку и литературе, так как я гуманитарий, российского образования все-таки, не прочитает что-то, не будет что-то знать. А здесь я просто теперь уверена, что он пройдет за более короткий период времени то, что он там вот не изучал, не дополучил, и выходя сейчас из школы испанской, он вот эти знания наверстает еще и из своей российской школы по русскому языку и литературе, и у меня будет грамотный, всесторонне развитый сын. Вот. Но для меня, как для гуманитария, я еще раз повторюсь, это очень важно. Наверняка будут у кого-то вопросы, потому что я вижу, что здесь очень много людей переезжают с маленькими детьми, совсем с крохами. И для кого подходит эта школа, онлайн-школа русского и литературы, Russian Academy, она подходит для детей с 3, по-моему, с половиной лет. И ребенок может, учась в Испании, например, в любой стране, в Германии, во Франции, в любой стране, в Финляндии, пройти курс также русского языка и литературы в этой онлайн-школе в удобной для себя форме, с преподавателем по своему индивидуальному плану, то есть пройти школьную программу русского и литературы в более короткий период времени, вот тоже, то есть не потеряв ничего, уехав из своей страны, не потеряв ничего. Кто-то скажет, ну можно устроиться здесь в русскую школу. Вот для нас это был не вариант, потому что если мы едем в Испанию, мы хотим, чтобы ребенок учился в испанской школе, изучал испанский язык, полностью погружался в испанскую культуру и коммуникировал с испанскими детьми. К тому же любая школа здесь должна еще иметь аккредитацию. Будет очень сложно с дипломами, с признанием. Ну, вот это тонкости тоже очень. И по цене, когда мы тут сравнивали, в принципе, нам выгоднее в испанскую школу, наверное, водить ребенка. Вот. Поэтому вот так. Друзья, ссылочку, как всегда, на эту школу я оставлю в описании к этому видео и в первом сообщении, закрепленном под видео. Хочу напомнить, что все полезные ссылочки мы оставляем всегда в описании под этим видео. Читайте, заходите, переходите. Будет там промокод с нашего канала, и вы можете получить еще и скидку на обучение в этой школе Russian Academy. Была первая проблема. Вторая проблема, она связана с работой и с трудоустройством. Ну, во-первых, многие, переезжая сюда, у многих возникает вопрос, куда устроиться на работу. Многие едут, конечно, без права на работу, но надеются найти себе здесь достойную работу. И хочу сразу сказать, что Испания – это не та страна, где очень много вакансий, где прям быстро вы можете трудоустроиться, но тем не менее профессионалы, специалисты высокого уровня, например, такие как врачи, они находят здесь себе очень многие работу. Но это все равно проблема номер 2 в моем рейтинге, потому что очень многие люди, переезжая сюда, находя себе какую-то работу, они опускаются по социальной лестнице немножко вниз. То есть, если они были там замдиректора, например, это не факт, что они здесь себе найдут такую же должность. Вот. К этому надо тоже быть готовым, друзья. Ну и еще одна трудность, которую я слышала, говорила одна женщина-врач в интервью, она говорила о том, что она уже достигла определенного уровня у себя в стране, то есть в Российской Федерации, переехав сюда, ей придется начать все сначала. В 40 лет это очень сложно. Вот такая тоже трудность с трудоустройством. То есть ей надо выучить язык год, ей надо homологировать диплом еще года 2, ей надо пройти дальше аспирантуру здесь, то есть доучиться, переобучиться. И на все про все у нее уходит 6 лет. То есть она говорит, в 40 лет я не готова к этому, в 17 да, в 40 нет. Вот, то есть эта проблема все-таки она существует в подобным образом. Плюс сюда же можно потянуть свой собственный бизнес, если вы оставляете его в своей стране, он через какое-то время, через год, через 2, через 3, он может тоже пойти вниз ввиду различных проблем, ввиду того, что клиенты могут уйти куда-то в другое место, персонал не будет работать на том же уровне, на котором мы работали с вами,
и что вы хотите от них добиться. Ну и так далее, и так далее. То есть разорвутся какие-то контракты, что-то такое будет идти все-таки на спад, если вас там нет, и вы не следите за своим бизнесом. Здесь можно порекомендовать только одно – оставить доверенности на доверенных людей, надежных людей, но, как правило, доверять на 100% может только себе самому. Принимать вовремя какие-то операционные решения, быть предельно спокойным, иметь какие-то заранее перед переездом накопления, безусловно, и также иметь пассивный доход. Это может быть аренда в любой стране, Евросоюза и не только, например, там, в Арабских Эмиратах, ну или у себя хотя бы там в стране. Это обязательно. Ну, также я уже сказала, оставить доверенных лиц, управлять своим бизнесом надежных, доверенности соответствующие, электронные сертификаты. Универсальных рецептов не бывает, но во всяком случае, как я уже сказала, лучше об этом знать до переезда на берегу, подготовиться и уже все-таки делать какие-то решения разумные. Ну и третья, друзья, проблема в топе моих проблем, трешечки проблем, это психологическая проблема взаимоотношения с близкими, друзьями и родственниками. Как ни странно, но очень у многих возникает такая проблема. Мы, кстати, не исключение. Проблема: либо родственники и друзья не воспринимают сразу ваш переезд, просто не понимают, зачем вы это делаете, потому что они сами это не планировали, поэтому они не понимают ваши, то есть наши действия. Либо это возникает уже через какое-то количество лет проживания в другой стране. Тоже возникает то, что многие друзья просто так вот исчезают из нашей жизни, отказываются от дружбы, многие знакомые, некоторые родственники начинают как-то, если не требовать, то во всяком случае давать понять, что пора бы вам вернуться обратно. И возникает в отношениях трещина. Чисто с психологической точки зрения я так интересовалась у психологов, что же это может быть, почему так вот не воспринимают люди. Но на самом деле все это объяснимо и либо эгоизмом, либо завистью, либо злостью к тому, что сами эти люди не могли себя в чем-то реализовать, они чего-то не достигли в своей жизни и начинают вам страшно завидовать, эгоистничать, требовать вас обратно приехать. К сожалению, такие родственники тоже бывают. Вот я не могла в это поверить, я могу поверить, что кто-то из знакомых может как-то что-то там, но вот, к сожалению, бывают и родственники. Все это объяснимо психологически, но при этом все равно я считаю, что каждый человек вправе сам определять свою судьбу. И пока не забыла, кстати, хочу сказать, что таким людям, которые вот не принимают переезд других людей, как-то злобничают и завистничают, эгоистничают, я всегда советую прочитать книгу Дмитрия Лихачева «Письма о добром». Там очень много интересных глав, как раз и про зависть, и про злость, и про все на свете. Ссылочку на эту книгу я, как всегда, оставлю в описании, на название этой книги. Кстати, ее, раз уж мы первые проблемы – это обучение детей, ее можно порекомендовать и для чтения детям, чтобы дети тоже почитали и вообще знали, кто такой Дмитрий Сергеевич Лихачев, и прочитали его книгу. Это тоже, кстати, будет очень полезно и взрослым, и детям. Друзья, еще раз хочу сказать, что не обязательно, что именно вы столкнетесь с такими проблемами при переезде. Но, как говорится, лучше знать об этих проблемах на берегу заранее и как-то их предотвратить, может быть, продумать, как их, чтобы не нарваться на эти проблемы, чтобы у вас их не было. Но в любом случае я вам желаю, чтобы вы сами для себя решали, что вам лучше, двигались вперед, были счастливы и удачливы, а мы рады всегда вас видеть на канале, на нашем канале «Мы в Испании». Для вас Татьяна, Алексей и наше прекрасное Средиземное море, и наша замечательная Испания. Все, всем удачи, добра, хорошего настроения. Подписывайтесь на наш канал. Адьос, амигос. Увидимся вновь на нашем канале. Пока-пока.